В Англии есть замки, которые известны своей неприступностью, своей древностью, своими привидениями. Kenilworth Castle известен как замок, где жила любовь. И сегодня я расскажу об этой истории. Их роман был тайной, о которой знали все. Он – Роберт Дадли. Он был умным, талантливым, любознательным мальчиком. Она – Елизавета I, единственная дочь короля Генриха VIII и Анны Болейн. Они вместе росли, они вместе учились у одного учителя. Когда 25-летняя Елизавета взошла на престол, она назначила Роберта своим конюхом. Это была очень почетная должность. Через год все стали обсуждать увлечение королевы своим конюхом. Затем Елизавета произвела Роберта в рыцари и сделала смотрителем своей резиденции в Виндзоре. Их дружба и близкое общение продолжалось долгие годы. Роберт получил титул графа Лестера и замок Kenilworth, который стал любимой резиденцией королевы. Роберт перестроил некоторые части замка, выполненные в тяжелом нормандском стиле. Он пристроил к замку еще 2 башни, расширил окна, чтобы свет заполнял комнаты, и Елизавета могла наслаждаться этим светом. Это было абсолютно нетипично для того времени. Это был один из самых впечатляющих архитектурных произведений страны того века. Роберт превратил замок в настоящий дворец. Он разбил потрясающий сад для Елизаветы. Он знал, что Елизавета очень любит сады. Она их читает словно книгу, так как уверена, что каждый цветок в саду, дерево, кустарник посажен и растет здесь не случайно. Зная такое отношение Елизаветы, Роберт создает настоящий шедевр. Елизавета влюбляется в этот сад, она проводит здесь часы, дни, когда она навещает своего друга. Была она здесь 3 раза и однажды задержалась здесь на 19 дней. Трижды Роберт делал предложение Елизавете выйти за него замуж и трижды получал отказ. В 1578 году Роберт уже не надеялся жениться на Елизавете и тайно женился на ее двоюродной сестре Летиции. Елизавета, конечно, узнала. Она была в ярости, и с тех пор она больше ни разу не разговаривала с кузиной.
Через 10 лет Роберта не стало. Когда Елизавете сообщили эту новость, она заблокировалась в своих апартаментах, не хотела никого видеть. Поняла, что она потеряла единственного верного и самого любимого человека. Ей передали последнее письмо Роберта, которое он написал за 4 дня до смерти, и оно было похоронено с Елизаветой в 1609 году. Это одна из тех историй, когда разум побеждает сердце. Любите и будьте любимыми.